В далеком 2010-м миру была преподнесена новость о том, что Pussycat Dolls, культовая поп-группа нулевых, официально распалась. Все попытки создательницы реанимировать ее с другим составом провалились. Фаны группы ясно дали понять, что для них есть только те 6 куколок, которых они полюбили с самого первого дня. И на 10 лет все кануло в забвение. Но в ноябре 2019-го все таблоиды взорвались заголовками, что девушки возвращаются. И не просто на один концерт, а с новой музыкой и мировым туром. Но все было слишком хорошо, чтобы быть правдой. И две дамы в лице Робин Антин и Николь Шерзингер умудрились все испортить. Привет, я Надин, и сегодня мы подробно разберемся во всех мелочах тех самых судебных баталий, которые длятся у группы уже 3-й год. Расскажем, для чего же на самом деле было это воссоединение, раскроем подробности контракта, детали иска, а также осветим личные разногласия девушек, которые, конечно же, случились на фоне всего этого. Подробно рассказывать о том, кто такие PCD и Николь, не будем. У нас есть отдельные видео про них. Кому интересно, проходите в плейлисты. А сейчас устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем. 30 ноября 2019 на шоу X-Factor Великобритания, где Николь была одной из судей, состоялось первое за 10 лет выступление группы. Куколки исполнили свои лучшие хиты и представили отрывок нового сингла «React». Но вернулась группа не полным составом. Мелоди Торнтон не приняла условия контракта и отказалась от возвращения. На вопросы, почему она не присоединилась к остальным, в своих интервью девочки делились, что предпочла работу над сольным творчеством. Но дверь для нее всегда открыта. Но, как оказалось, Мелоди просто усвоила прошлый урок и не пошла опять на те же грабли. Количество статей, комментариев и обсуждений вокруг выступления показали, что группа востребована по сей день, и поклонники безумно рады их возвращению. 7 февраля был выпущен новый сингл «React», и куколки отправились в промо-тур, дали несколько выступлений в Великобритании и Австралии, а также объявили, что поклонников ожидает больше новой музыки, и в апреле 2020-го группа отправится в мировой тур. Но случился ковид, и все выступления были перенесены на неопределенное время. В 2021-м, когда музыканты начали вновь понемногу возвращаться в рабочий режим, давать выступления и объявлять новые даты, Pussycat Dolls замолчали. Фанаты стали негодовать, что происходит, потому что билеты были распроданы, деньги заплачены, а даты так и не появились. В апреле 2021-го основательница группы Робин Антин и одна из куколок Джессика Сата дали интервью, в котором объявили, что все в силе, новая музыка совсем скоро. И Джессика объявила о своей беременности, сразу же успокоив поклонников, что это никак не скажется на ее участии в туре. Затем в июле этого же года Кимберли в одном из своих интервью сказала, что новый тур, скорее всего, начнется в сентябре 2022. Но в сентябре 2021 случилось то, чего точно никто не ожидал. Адвокаты Робин заявили, что она подает в суд на Николь из-за будущего группы, которое та поставила под угрозу. Спустя 10 лет ничего не изменилось. Все снова просто хотели денег. Исходя из иска Робин, 27 февраля 2019 она и Николь заключили контракт, исходя из которого Николь получит 49% от прибыли Pussycat Dolls. Но внезапно Шерзингер захотела большего. Отказалась участвовать в выступлениях, если ей не выплатят 75% и не дадут полный творческий контроль над группой. Вдобавок ко всему, концертное агентство Live Nation потребовало от Pussycat Dolls вернуть $600 тысяч, которые компания вложила в раскрутку концертов группы, которые из-за ковида пришлось отложить. Далее стало известно, что даты тура были полностью запланированы, но не могли быть анонсированы из-за новых условий, которые выставила Николь, чем нарушала контракт, который был заключен ранее. Согласно контракту, в 2019-м стороны сошлись на том, что Шерзингер дала свое согласие на выступление в 45 шоу, после которых она должна была получить 49% акций и прибыли от нового предприятия PCD Worldwide. Антин и другие представители бренда согласились передать акции только Николь, то есть остальные девочки собирали бы оставшиеся крошки. Все эти разборки начались еще в мае 2021-го. Николь полностью отказалась от гастролей, и именно из-за этих выходок Live Nation начали требовать выплатить назад те $600 тысяч, которые они выдали Робин 17 ноября 2017. Так как даты были утверждены, и они готовы были дать новый анонс. К иску Робин додумалась приложить контракт девочек, который теперь любой желающий, подписавшись на сайт суда, может скачать и ознакомиться с абсолютно каждым пунктом.
где четко и ясно изложены все цифры и обязательства. Вот главные интересные пункты оттуда. Предыдущим инвестором группы был продюсер и бизнесмен Рассел Гейзер. А новый контракт заключался между Pussycat Dolls Inc., First Access Entertainment, Джеффом Хаддадом, который бы представлял управленческие услуги, связанные с новым поколением PCD, и, собственно, основной участницей группы из оригинального состава. JH Management должны были получать 10% валового дохода от всего, что было связано с новым поколением, и авансом получили выплату в размере $100 000. Согласно контракту с продажи билетов, Николь должна была получить 32,5%, Робин 20%, компания PCD Inc. 5%. Остальные куколки оригинального состава, за исключением Кормит, то есть Эшли, Кимберли и Джессика, получили бы 12,5%. Насчет Кормит в контракте было написано, что если она согласится принять участие в туре, то ей будет предложено не более 5%. То есть получается, что участие Кормит также было под вопросом. И в тур девушки могли запросто поехать вчетвером. Далее, согласно условиям, Николь не имела права использовать название Pussycat Dolls или PCD, если бы во время воссоединения собиралась дать частное выступление. Имела право отказаться от участия в приватных выступлениях, если гонорар группы был меньше $450 000. Остальные участницы имели полное право выступать без нее. 10% от своего дохода с выступления Николь обязывалась выплатить Робин, если бы во время тура она решила дать сольное выступление на частном мероприятии, где исполнила бы больше 3 песен из репертуара группы. Также Николь должна была поддерживать продвижение нового проекта Antin Next Generation, который в будущем мог бы стать новым составом Pussycat Dolls. Ну и, конечно же, активно продвигать новый мировой тур группы, пока Робин будет воспитывать новых подопечных. First Access Entertainment представляли интересы исключительно Николь и оригинального состава PCD, за что должны были получить 15% от всего валового дохода, связанного с деятельностью Pussycat Dolls. Но собирались оказать помощь JH Management с Next Generation, где получили бы еще 5%. Робин должна была выступить в качестве креативного директора как у Next Generation, так и у оригинального состава и получить 20% чистого дохода. Также стороны признали, что у Антин могли быть и иные профессиональные обязательства. В команду должны были быть наняты Майки Минден, который постоянно помогает Робин с хореографией, и тур-менеджер Лили Крокфорд. Но всех, кто также собирался работать с группой, обязательно должны были взаимно утвердить и Николь, и Робин. Шерзингер и Антин соглашались на то, что они вместе будут управлять новой организацией PCD Worldwide, где каждая получит по 5% валового дохода, но не более $500 000 в год. Также стороны признали и согласились, что все дальнейшие контракты, связанные со звукозаписью, которые затронут реформирование Pussycat Dolls, будут заключаться отдельно от данного контракта. А Николь будет иметь право вести переговоры и заключать любое соглашение о записи непосредственно с лейблом и будет иметь право принимать окончательные решения по этим вопросам. И получит не менее 75% с любой сделки, при условии, что Николь и Робин будут действовать разумно и добросовестно. Антин получает роль исполнительного продюсера в отношении любых записей PCD, выпущенных в рамках любой такой сделки. Первоначально тур планировали начать уже в декабре 2019, но группа новый сингл выпустила лишь 7 февраля 2020. Уже тогда возникли какие-то неполадки, не говоря уже о том, что даты переехали на апрель. Возможно, они хотели сделать возвращение раньше конца ноября, но тут в состав не попадала Кимберли, которая ждала малыша, и которая в ноябре вышла на сцену спустя 7 недель после кесарево сечения. Ну и информация, которую мир явно видеть не должен был. Контракт включал в себя позиции частное выступление, частное корпоративное появление и личное появление. С этими позициями шел еще один пункт, где было сказано, что конкретно вот у этих организаций и людей имеет право выступать только Николь. Другие куколки и близко не должны были приближаться к частным выступлениям у них. И это The Glock Events, Дмитрий Равдо, Берин Артс и Ник EDE. Адвокаты Николь не стали молчать и дали публичное заявление журналу People. В этом заявлении адвокат Шерзингер Говард Кинг назвал иск Антин смехотворным и ложным и утверждал, что он является отчаянной попыткой отвести вину за ее собственные неудачи, пытаясь возложить на Николь обязательства, которых просто не существует. Запомните слова «собственные неудачи», к ним мы еще вернемся. На заявление Робин, что Live Nation требует вернуть $600 000, которые оно вложило в тур, Кинг сказал, что Николь не несет ответственности за эти деньги. Цитирую.
Робин потерпит неудачу в своих попытках использовать успех Николь в своих целях, чтобы вытащить себя из глубокой финансовой ямы, которую она создала своими собственными неудачными деловыми и профессиональными решениями. Заблаговременно до участия Николь, торгуя именем Николь без ее согласия, Робин заняла и потратила $600 тысяч Live Nation, которые она не хочет или не может вернуть. Николь вложила свои собственные средства в размере более $150 тысяч в поддержку воссоединения группы, которое теперь стало невозможным из-за действий Робин, включая публичное обнародование конфиденциальной финансовой информации участниц. Николь любит и уважает поклонников PCD и надеется однажды вернуться на сцену, исполняя для них удивительные хиты группы. К сожалению, на данный момент при сложившихся обстоятельствах этого не произойдет. Адвокат Робин Ричард Буш долго молчать не стал, заявив E-News: этот иск не препятствует туру, он был подан в качестве крайней меры. Робин на протяжении 7 лет пыталась организовать воссоединение. Николь и девочки наконец согласились на условия, и тур должен был начаться. Но затем случилась глобальная пандемия, из-за которой тур был отложен. Live Nation, промоутеры и Робин все были сосредоточены на переносе дат. $600 тысяч пошли на подготовку тура. Однако Николь отказывается сотрудничать в соответствии с условиями контракта, заявляя через адвоката, что она не обязана, и выдвигает новые условия, где теперь требует 75%, и что те 49%, которые Робин уже выплатила ей, теперь недостаточны для нее. Шерзингер прямо заявила об этом в электронном письме, которое она лично отправила 17 мая 2021, написав: «То, на чем мы сошлись, не подходит для меня. Извините, если мы не сможем решить эту проблему, я не буду участвовать в туре». Робин опустошена тем, что до этого дошло, потому что она ничего не хочет так сильно, как спасти тур, и чувствует, что ее вынудили. Другие члены PCD, Робин, Live Nation и промоутеры все рассчитывали на Николь и ее участие в 45 концертах. И здесь еще один пункт из контракта, в котором говорится, что если тур не состоится в течение 3 месяцев, то каждая участница имеет право расторгнуть соглашение, направив письменное уведомление. Тур должен был начаться в апреле 2020-го. Пандемия разрушила планы абсолютно всего мира. Воспользовалась ли Николь именно этим пунктом, непонятно. Если это так, то это вроде бы и по контракту, но совсем не по-человечески. Ведь все остальные девочки дождаться не могли, когда снова поедут по миру. А концертное агентство уже приготовило новые даты, которые оставалось лишь анонсировать. Все свои новые требования Николь объяснила ростом ее личного бренда, а также добавила те возможности, от которых ей пришлось бы отказаться, чтобы продолжить партнерство. До сих пор непонятно, о каком росте бренда говорила Шерзингер, потому что дела ее в плане поп-звезды стали совсем не ахти. Про это тоже позже расскажем. Первой из участниц тишину нарушила Кимберли и дала интервью Sky News, в котором заявила, что это непростая ситуация, но группа по-прежнему хочет вернуться на сцену. Мне очень неприятно, что произошла такая ситуация, но я просто буду сохранять оптимизм. Никто не сказал мне ничего, кроме того факта, что в сентябре 2022 мы отправимся в турне. Так что я сохраню оптимизм и буду верить всем сердцем в лучшее, потому что я сделала все, что могла, чтобы собрать группу вместе. Она также добавила, что надеется, что драма, которая сейчас окружает воссоединение группы, разрешится, и она сможет воплотить мечту и выйти на сцену. Я просто буду продолжать верить, что мы разберемся со всем этим и сделаем так, чтобы тур состоялся. Я думаю, что мы в долгу перед нашими фанатами, мы в долгу перед самими собой. Но у меня нет контроля над этой ситуацией. Все, что я могу сделать, это просто надеяться на лучшее. Вся эта драма вокруг PCD не нужна. Я просто хочу, чтобы когда в следующий раз мы выйдем на сцену, все чувствовали себя хорошо. Я хочу, чтобы они хотели быть там, и я продолжу жить мечтой. Я ненавижу драмы, в этом нет необходимости, но, возможно, это необходимо для других. И я надеюсь, что они смогут разрешить это, чтобы мы снова смогли выступать. В октябре 2021 стало известно, что первое судебное слушание по делу Робин и Николь пройдет 3 марта 2022. Фанаты продолжили накалять обстановку и активно закидывать жалобами агентства Live Nation с требованиями о возврате денег за билеты, которые они приобрели, но так и не узнали новые даты тура. Адвокаты Николь запросили досрочное слушание, которое прошло в феврале 2022 и на котором ничего не было решено.
Иск, поданный Робин, был частично отклонен, частично поддержан. Суд не согласился с пунктом, где Робин приравнивает поведение Николь к вымогательству. Отказ выполнять условия контракта не является вымогательством. Это нарушение контракта. Приведенных утверждений просто было недостаточно. Запланированное слушание состоялось 3 марта, но и на нем не было ничего решено. Адвокаты Николь вновь не смогли дать конкретных фактов, которые бы ясно доказали, что Николь не несет никакой вины, и все ее требования имеют место быть. Суд присяжных не был убежден в ее невиновности и не пришел к единому мнению. Следующее слушание перенесли на 7 июля 2022, на котором, опять же, стороны не смогли ничего решить. Далее свое мнение выразила Кармит, сказав: «Держу пальцы крестиком, что наш тур состоится. Все даты в Британии и Австралии, все эти солдауты. Мне не верится, что за 2 дня произошел солдаут на несколько наших шоу. Я надеюсь, что 2022 будет нашим годом». В декабре 2021 терпение лопнуло у всех. Кармит начала снимать видео с подтекстом, в котором фаны видели явные отголоски ко всем этим разборкам. Под одним из видео началась целая баталия. Фанаты требовали объяснить, что происходит. Подобные видео заставляют меня чувствовать себя униженным. Возможно, оно и не было сделано относительно тура, но у нас до сих пор нет реальных ответов на то, чего нам, фанатам, ждать. И если это не касается тура, то это все равно конец. Робин, Николь, Кармит, что происходит? Они все буквально неуважительны к своим фанатам, которые с ними больше 10 лет. Так разочарован в них, написал один из поклонников. Кармит не стала молчать и ответила на некоторые из комментариев. «Хотела бы я знать. Я запостила это, потому что согласна на 100%, что фанаты заслуживают объявления. К сожалению, я не могу сделать это от имени группы. Я чувствую неуважение во всей этой ситуации. Вот почему я проливаю свет и остаюсь настолько честной, насколько это возможно. Как я уже сказала, я не храню ничьи деньги. Надеюсь, когда-нибудь все выльется наружу. Я хочу этого воссоединения так же, как и вы. Свяжитесь с теми, кто молчит». И вот 8 января 2022 случился тот самый день. В своих сторис, неофициальным постом, который сохранится в ленте, текстом, а не личным обращением, Николь заявила, что новый тур Pussycat Dolls отменен, сославшись на продолжительную пандемию. А самый главный пункт, что все остальные участницы об отмене узнали из интернета, от фанатов и из этого же сториса. Им никто не направил официальное уведомление, с ними никто не обсудил происходящее. После этого заявления фанаты впали в стадию ярости и отчаяния. Робин решила смягчить обстановку, написав пост-послание всем поклонникам. «Я и все девушки очень долго ждали новые даты нашего тура. Все мы работали усердно, чтобы это произошло. Мы были так рады снова увидеться с нашими невероятными фанатами и дать им то, что они действительно заслуживают. Все мы пошли на личные и финансовые жертвы, но это то, что нужно, чтобы быть командным игроком в группе. Давайте не будем забывать, что есть еще 5 участниц, о которых я глубоко забочусь, которые заслуживают того, чтобы их услышали. Всем нашим прекрасным поклонникам мы скоро увидимся с вами. Мы любим вас. Во всей этой ситуации есть доля правды, и надеюсь, что однажды она увидит свет». За эти 3 года, сколько идут разборки, Антин довольно часто впадала в ностальгию и делилась, что «ждите, все будет», что она усердно над чем-то работает, что фаны услышат, как поют остальные девочки. Собиралась снимать какой-то фильм. Но по факту случилось лишь то, что Pussycat Dolls в очередной раз распались. Кармит и Джессика также выразили свои мысли, написав: «Мы хотим сказать, как невероятно мы были разочарованы, узнав о том, что тур Pussycat Dolls отменяется из Instagram. На данный момент мы не получили официальных уведомлений на этот счет. Но в любом случае, кажется, что это конец главы. Для фанатов мы любим вас. Поверьте нам, это не тот результат, на который мы надеялись. Мы хотели этого так же сильно, как и вы, потому что мы очень ценим вас всех. У всех нас были большие мечты о процветании бренда PCD, особенно о создании музыки, чтобы все наши голоса были услышаны. Этот тур, возможно, и подошел к концу, но это еще не конец истории кукол. Мы создали сестринство, которое будет жить дальше». Но вот только это сестринство явно не затронуло Николь, которая и в самом начале не очень желала быть частью группы, мечтая о сольном творчестве, но не срослось. И в этот раз также была сама по себе, придя чисто заработать денег. Но в итоге вместо подъема популярности и прибавления на банковском счете она осталась вообще ни с чем. После анонса об отмене тура стало известно, что Николь подала на Робин ответный иск за расточительство и мошенничество.
А вот сейчас отмотаем время назад и возвращаемся к словам «собственные неудачи» Робин. Прогулки в суд у Антин начались еще в 2004-м. Тогда она судилась с Джонатаном Котто за интеллектуальную собственность. Исходя из количества дел, у Робин семейное постоянно быть в центре каких-то разборок, так как ее брат, режиссер Стивен Антин, тоже несколько раз светился во всяких делах. В 2017-м, кроме того, что на горизонте внезапно появилась бывшая участница Кайя Джонс, которая обвинила Антин в том, что она превратила группу в настоящий бордель, а остальные девочки были просто товаром, стало известно, что Робин была по уши в долгах. Первыми с нее требовать деньги начали American Express в размере $23 тысяч, которые Робин задолжала. Антин решила потянуть резину, но в итоге получила приглашение в суд. Спустя 13 месяцев в августе 2018-го она погасила долг, но это была не последняя проблема. Следом за American Express на Робин подали Fidelity Capital Holdings, которым она задолжала $2800. Сумму, которую она не закрыла до конца из тех $20 тысяч, которые она занимала у City National Bank в 2012-м на личные расходы. Но если вам показалось, что сумма не столь велика, то далее стало известно, что кроме этого Робин уже от лица гендиректора Pussycat Dolls должна Fidelity $13 885. После обвинений Джонс, которые опубликовали Daily Mail, Антин подала в суд на издание, а не на Кайю, в адрес которой она выдала лишь то, что Джонс никогда не была полноценной куколкой и сейчас ей захотелось свои 5 минут славы. Данный иск на фоне финансовых проблем начал выглядеть как отчаянная попытка где-то взять денег, чтобы закрыть свои долги, вероятно, которых было в разы больше. Иначе, отчаянно нуждаясь в деньгах, Антин бы не поручила своему бизнес-менеджеру продать ее часть Pussycat Dolls Николь. Ни с иском на Daily Mail, ни с продажей своей части ничего не выгорело. И тут-то в ход пошло воссоединение. Но пока кошечки закидывали фанатов словами любви и тем, как они по ним скучали, как ждут не дождутся, когда закончится пандемия, и они поедут в тур, Робин поймала новый иск. На этот раз на $30 тысяч. Запомните эту сумму. На календаре был декабрь 2020-го. А заработала Антин его за неуплату аренды своей танцевальной студии. Его Робин смогла урегулировать без суда. Возвращаемся к иску Николь. Шерзингер считала иск, который выдвинула в ее адрес Робин, необоснованным. Она отрицала, что виновата в отмене тура. В ответном иске адвокаты Николь заявили, что в документах Робин не указаны факты, достаточные для того, чтобы служить основанием для судебного разбирательства. И Шерзингер полностью отрицала, что она нарушила контракт 2019-го, попросив пересмотреть его условия в 2021-м. Адвокаты Николь также обвинили основательницу PCD в плохом менеджменте и в клеветнических попытках публично переложить вину с нее на Николь. Также адвокаты добавили, что певица была готова вести переговоры о новом туре добросовестно. Николь попросила обсудить условия нового тура в 2021. Сейчас это дело является бессмысленной попыткой добиться соблюдения контракта 2019. Если бы Робин добросовестно участвовала в переговорах, а не пыталась упорно возродить старый контракт, есть вероятность того, что стороны достигли бы соглашения о новом туре. Говорилось в ответе, поданном адвокатами Николь. Ссылаясь на расточительство и мошенничество, в иске также утверждалось, что Робин нарушила свои обязанности и обязательства перед Николь, нанесла серьезный ущерб доброй воле PCD и потратила впустую финансирование, которое предназначалось для нового тура, в конечном итоге нанеся ущерб бренду Pussycat Dolls путем самообмана, расточительства и мошенничества, которые включали получение аванса от концертного агентства Live Nation и принуждение Николь использовать свои собственные деньги для финансирования рекламных выступлений Pussycat Dolls и записи нового сингла. Плохой менеджмент и свои корысти Робин настолько навредили Pussycat Dolls, что тур на условиях, которые требовала она, был коммерчески невозможен и не мог быть прибыльным для Антин, Шерзингер или других членов PCD, говорилось в заявлении. В ответном заявлении, направленном Rolling Stone, адвокат Робин Ричард Буш заявил, что его клиентка категорически отрицает эти обвинения. Он добавил: «Этот перекрестный иск – абсолютное отчаяние с их стороны. Очевидно, что ответчик хочет осветить это дело в СМИ, предоставив прессе встречный иск. Но мы будем рассматривать дело в зале суда и твердо уверены, что госпожа Антин одержит верх». Иск Николь также показал, что Робин впервые обратилась к певице с предложением о возможном воссоединении Pussycat Dolls в августе 2017-го. Иск от American Express Антин получила месяцем раньше.
но обсуждения не привели к какому-либо решению. Однако в заявлении утверждается, что Робин начала переговоры с Live Nation о продвижении тура недобросовестно, заявив, что Шерзингер уже взяла на себя обязательство участвовать в воссоединении. Переговоры, о которых, как утверждает Николь, она не знала и не согласилась бы в то время. Основываясь на этом якобы ложном соглашении, Робин получила аванс в размере $600 тысяч от Live Nation для финансирования воссоединения и использовала имя Николь для продвижения тура среди фанатов. Антин не показала Шерзингер, как она потратила $600 тысяч, которые она получила от Live Nation через Pussycat Dolls Inc., написали адвокаты Николь. По информации и предположениям, Робин потратила часть или все эти средства на расходы, которые не подразумевали в себе воссоединение Pussycat Dolls, в том числе на личные расходы и расходы, связанные с бизнесом, не связанные с PCD. Кроме того, в судебных документах говорилось, что Робин после получения аванса хотела реализовать тур без участия Николь, заплатив певице Пиа Миа $100 тысяч за выступление с группой. И был также куплен дорогостоящий подарок для нее, шаг, который в конечном итоге оказался убыточным. Робин активно пыталась подогреть интерес к Пии, но поклонники группы открыто дали понять, что такую вокалистку они точно не примут. Далее адвокаты Николь утверждали, что она не возобновляла переговоры с Робин до оспариваемого контракта от 27 февраля 2019 года. По словам Николь, чтобы вызвать интерес к воссоединению группы, она использовала свои собственные финансы и связи для организации рекламных выступлений группы. В Великобритании на шоу X-Factor, выступления в Австралии, а также организация и соавторство нового сингла группы React. Шерзингер заявила, что она не получила никакой компенсации ни за одно из этих действий, потратив в общей сложности $163 858. В иске Николь было подтверждено, что Антин погрязла в долгах, а далее на то, что она могла бы вложить хоть цент своих денег, Робин ответила: «Я не вкладываю деньги, о чем вы? Я подписалась на все это, чтобы заработать денег». Теперь Николь требует от Антин компенсацию в размере $1 100 000. И помните сумму 30 тысяч? Так вот, из документов стало известно, что Робин вымогала гонорары в размере $30 тысяч, которые ей было запрещено брать по контракту. Вероятно, вот отсюда и появились деньги на долги за студию. Также стало известно, что Антин выплатила $175 тысяч своему менеджеру, который внес мало, если вообще внес что-то ценное в воссоединение. Спустя 3 года после начала разборок в июне 2024-го Николь нарушила тишину и лично прокомментировала случившееся, сказав в интервью The Times: «Мы вели переговоры, все шло хорошо, и, честно говоря, иск возник из ниоткуда. Для меня это был полный шок, разочарование и горе. Но я не жертва, я победитель. И я стояла на своем, я знала, что отстаиваю, поэтому ответила 8 встречными исками. Но знаете, я надеюсь на будущее, очень надеюсь». В июне 2022-го Ким дала интервью для подкаста Be Well Collective, где подробно рассказала, как она узнала об отмене тура из твитов от поклонников. «Я искренне верила, что мы наконец сделаем то, что должны были сделать, показать всему миру, какие мы талантливые. А в конце концов тур был отменен. Я получила очень много сообщений от негодующих фанатов с вопросами, что случилось, как вы могли отменить тур. И я не понимала, о чем они говорят. Мне казалось, что мы узнали обо всем последними». Робин и Николь не смогли прийти к соглашению, когда дело дошло до подписания контракта. Николь хотела больше, а Робин хотела знать даты, и они не пришли к единому мнению. И Робин оказалась в затруднительном положении, потому что агентство не могло перенести даты из-за того, что Николь не была на борту с группой. «Я была очень опустошена. Я плакала, когда узнала, что билеты возвращают. Я чувствую себя ребенком, который смотрит на ссорящихся родителей. У них обеих были неплохие проценты от бренда. Я думала, что мы провели достаточно переговоров, и мне действительно пришлось прикусить язык и подписать этот контракт, потому что для меня это что-то большее. А в итоге мы увидели, как 2 эти женщины воюют». Также в другом интервью Ким поделилась о том, как их поставили перед фактом, что они теперь лишь амбассадоры группы и должны представить новый состав. «Во время пандемии я делала все эти лайвы и видео для ТикТока под треки PCD, чтобы напомнить фанам, что, ребят, мы собираемся в тур, не могу дождаться этого. Мы 2 года пытались подписать этот контракт.
И я думала, что все идет отлично. Шли переговоры о съемках документального фильма, о том, как мы собирались, делали все возможное, чтобы это произошло, и вернулись на сцену. Но в ночь перед последней встречей мне позвонил менеджер и сказал: «Послушай, мы собираемся сделать вас амбассадорами бренда, и когда вы завтра пойдете на интервью, скажите им, что Pia Mia и другие – это новая группа». Я не понимала, откуда это взялось. Это было похоже на пощечину. В итоге Pussycat Dolls снова распались, так и не успев ничего начать. Но они, как обычно, не смогли просто распасться, что Николь и Робин разбирались бы совсем сами, а другие пошли делать свои дела. Нет, без драмы никуда. Во всей этой ситуации реально все равно было только Эшли. Ну да, жаль, захотят собраться еще раз, я с радостью приду. И все. И пошла дальше делать свои деньги на радио, где она уже больше 5 лет работает ведущей и довольно популярна в Британии. Больше всех происходящее затронуло Кормит, которая активно начала отстаивать права девочек в группе, заявляя, что Николь слишком много на себя взяла, что к записи дебютного альбома она и Мелоди были привлечены раньше, а не как сказала Шерзингер, что она записала все, и его дали просто послушать остальным. Репостила видео, на которых куколки пели сольно, каждый раз подписывая, что они все имеют голос и имеют право петь. Также рассказала, как во время одного из выступлений, уже в период воссоединения, она попросила сделать микрофон громче, потому что ее не было слышно, но ее просьбу проигнорировали. В итоге люди не услышали, что она хотела сказать после того, как закончился трек. А затем она и вовсе столкнулась с Николь очень личным. Фанаты Шерзи перегнули палку и вместе с оскорблениями, что да, они вообще никто без Николь, начали оскорблять дочь Кормит. После чего она написала Шерзингер открытое письмо, чтобы та оказала хоть какое-то влияние на свою фан-базу. С Джессикой ситуация оказалась гораздо неприятнее. Да, она также поддерживала Кормит, что все девочки должны петь, но столкнулась с личной, очень страшной вещью. Во время пандемии она одна из первых пошла вакцинироваться, как законопослушный гражданин. Все поначалу было нормально, но затем начались проблемы со здоровьем. Через 3 дня после вакцины Модерна она проснулась с ужасным мышечным спазмом. Не подозревая ничего, Джессика стандартно для танцора сделала обычные процедуры – массаж, акупунктура и прочее, но спазм не проходил. И в итоге она попала в больницу. Но там ничего не смогли найти, сказав ей, что она абсолютно здорова, но боль не проходила. Затем один из ее друзей сказал ей, что это, скорее всего, побочный эффект на вакцину, и показал видео, где другие люди страдали от этого же. В одну из ночей у нее начался тремор. Она снова пошла сдавать анализы, но снова ей сказали: «Вы здоровы, продолжайте заниматься спортом». Спорт довел ее до нейропатии. Затем она наконец смогла выбить у своего терапевта то, что ей нужно – показаться невропатологу, который сразу же спросил ее о прививке. От этой побочной реакции Джессика не оправилась по сей день. Ей стало гораздо лучше, но симптомы все равно остались. После этого она стала частью организации React-19, которая освещает все подробности, которые фармкомпании скрывают от людей. Можно сказать, выступила в роли антиваксера, чтобы производители признали то, насколько опасны их вакцины. В этот период между ней и девочками явно что-то произошло, потому что внезапно она отписалась от всех, кроме Кормит и Робин, а затем оставила одному из фанатов группы ответ, что она больше никогда не вернется в Pussycat Dolls, и эта глава для нее закрыта. Ну и, конечно же, Николь. Во время своего выступления на Sydney World Pride, которое Шерзингер дала в марте 2023-го, она представила новый трек под названием «Freedom». Исходя из строчек песни, многие издания и поклонники решили, что Николь посвятила его Робин. В строчках упоминается и название группы, и все эти разборки вокруг нее. Небольшой перевод отрывка. «Пожалуйста, позвольте мне представиться. Я больше не та маленькая куколка, которую вы знали. Она заплатила за все. Отойди, пожалуйста. Мне надоело работать на тебя». Ну и пройдемся по тому, что Шерзи называла ростом личного бренда. Во время воссоединения Николь сидела в кресле X-Factor и The Masked Singer, попутно, естественно, закидывая фанов о том, что новая музыка совсем скоро. Давала выступление на каком-нибудь фестивале, спела, собственно, одну новую песню и снова уходила в закат, дальше продолжая быть судьей. Называть это каким-то ростом? Ну не знаю, когда ты почти 10 лет поешь одно и то же, тебя знают только твои фаны, которые уже устали ждать новую музыку и с каждым днем лишь отдаляются. Такой себе рост.
В 2023-м Николь нашла свою популярность среди любителей театра в Великобритании. С мюзиклом Sunset Boulevard она действительно нашла признание и получила престижные награды, а также в сентябре 2024-го дебютирует на Бродвее. Но вот с музыкой стало все еще грустнее. В мае 2024-го было анонсировано, что она совместно с T.I. даст концерты в Дубае и Алматы. Выступление в Дубае было полностью отменено, потому что билеты не продавались. Выступление в Алматы было на грани отмены, точно так же из-за плохих продаж. Ей были выставлены новые условия, что или она подрезает свой райдер, или концерт также отменят. Шерзи согласилась на первое. Как-то не очень хороший знак для звезды, которая заявляет о том, что она стала популярнее. При этом она усиленно продолжает обещать фанам, что альбом скоро, новая эра скоро. Непонятно, зачем это делать, если ты нашла свое место в театре и тебе нормально выступать на небольших корпоративах, где особо не нужно тратить свои силы. На сегодняшний день абсолютно непонятно, в какую сторону сдвинулись эти разборки. Понятно лишь одно, что заканчиваться они не собираются. Новые даты указаны на декабрь 2024, где якобы уже точно все решится. Но даже если это будет так, группа очень сильно испортила свою репутацию в глазах поклонников. Все эти разговоры о сестринстве и поддержке не больше, чем просто пустые слова. Лишь некоторые из куколок действительно сохранили настоящую дружбу вне группы. Остальным с этого всего нужна была лишь прибыль. Ну и на этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Делитесь в комментариях вашим мнением по поводу этой ситуации. Ставьте лайки, подписывайтесь на нас везде, где только сможете и захотите. А мы пошли работать над новым видео. Увидимся совсем скоро.